Привет, мои хорошие! Сегодня буду моделировать ногти себе, а также попробую сделать новую форму. Если вам интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Итак, с прошлого моделирования прошло уже 2 недели. Представляете, целых 2 недели я выдержала, чтобы не переделать себе новые ногти. Но все ради того, чтобы посмотреть, как все же будут носиться эти ногти, ведь я их делала не совсем обычным способом, а использовала верхние формы в качестве подложки. Как видите, такое моделирование относилось просто отлично. Честно, я даже сама не ожидала такой результат. Думала, что свободный край может где-то отколоться, либо же выкрашиться, например, в зоне вроста. Но, как видите, материал крепко стоит на месте, и мне сейчас его даже как-то жалко снимать. Но я же задумала сделать себе новые ногти, поэтому убираю весь старый материал с помощью твердосплавной фрезы. Последнее время, когда я сидела в Инстаграме, мне очень часто попадались на глаза фотографии с новой формой ногтей. Это миндаль слим. Форма очень нежная, женственная, но ногти все же арочные. Сегодня я решила попробовать сделать что-то похожее. На самом деле эта форма очень сильно похожа на современный миндаль, но есть, конечно же, отличия. Когда мы смотрим на современный миндаль сбоку, то видим острые углы, а вот на форме слим таких углов нет, параллели аккуратно подпилены. А еще мне очень нравится, что у этой формы нет ярко выраженного апекса возле кутикулы. Честно говоря, я не люблю, когда апексы очень большие возле кутикулы, и из-за этого меня очень часто критикуют, мол, мои ногти плоские и они совсем не будут носиться. Апекс – это наивысшая точка, она в любом случае должна быть на ногтях, и не обязательно она должна быть огромной и возле кутикулы, просто нужно знать и делать правильную архитектуру. Конечно, если ногти длинные, то в таком случае апекс должен быть только возле кутикулы и все-таки он должен быть высоким. Но если это обычные салонные ногти, то зачем делать большой апекс, чтобы при срастании ногти выглядели не очень красиво и не очень натурально. Но это мое мнение, девочки, пишите свое мнение в комментариях, как вы считаете, как вам нравится больше. А пока я с вами болтала, я уже полностью убрала старый материал, сделала маникюр и подготовила ногтевую пластину для того, чтобы моделировать ногти. Теперь наношу вспомогательные жидкости, изначально дегидратор, затем бескислотный праймер. Именно дегидратор помогает выводить лишнюю влагу из ногтевой пластины. Когда праймер подсох на воздухе, наношу базовое покрытие. Обычно под моделирование я наношу тонкий слой прозрачного геля, но так как я сейчас очень часто меняю дизайны и когда я спиливаю ногти, не хочется травмировать свой натуральный ноготь, поэтому сейчас я наношу плотненьким слоем каучуковую базу. Когда базовое покрытие подсохло в лампе, буду примерять формы и подрезать их. В принципе, на безымянном пальце у меня ноготь стандартный, ровный, поэтому форму подрезать не очень сложно, но все же есть свои нюансы. Я обязательно сгибаю форму точно так же, как я ее буду подставлять. У меня будут арочные ногти, поэтому форму мне нужно немного приподнять. Именно в таком положении я смотрю, какое у меня расстояние от формы к зонам вроста. Где-то 1–1,5 мм. Именно такую дырочку мне сейчас нужно вырезать на форме. Обрезав форму, я опять ее приставляю к ногтю и смотрю, чтобы нигде не было никаких дырочек и нигде она меня не давила. Если где-то давит гипонихи, тогда нужно еще раз подрезать форму. Ну, вроде бы все нормально, теперь вырезаю место для боковушек. Теперь опять примеряю форму и убеждаю, что мне точно не будет ничего мешать.
Уже на этом этапе я спокойно могу отрывать пленку от шаблона. Раньше я этого не делаю, потому что пока я буду подрезать шаблон, пока буду его примерять, потом опять подрезать, наш липкий слой может загрязниться, и потом форма не будет уже склеиваться так, как нужно. Установив форму, я хорошо приклеиваю ушки. Расстояние между ушками у меня должно быть где-то 1 сантиметр либо 1,5. Длина ногтей у меня будет примерно 3, поэтому мне нужно сейчас форму склеить примерно до 5. Если это не сделать, тогда ногти на торце будут очень широкие и форма точно не получится. Сегодня моделировать буду не совсем обычным способом. Обычно я использую прозрачный гель в качестве подложки, но сегодня решила проэкспериментировать и сделать все немного по-другому. В качестве подложки у меня будет розовый фаст гель. Моя задача сейчас плавно распределить весь материал, и чтобы подложка была очень тоненькая и равномерная. Для этой цели использую кисть для акрила. Ее я хорошо вымываю в спирте, именно вымываю, а затем вытираю в чистую сухую салфетку. Кисть ни в коем случае не должна быть мокрой, потому что она достаточно объемная, и если все количество спирта сразу же выльется на материал, материал просто растворится и потеряет свою текстуру. Поэтому нужно обязательно следить, чтобы кисть была сухая и хорошо вытертая в сухую салфетку. Чтобы распределить плавно материал, я использую пузико кисти и ни в коем случае не кончик. Затем отправляю руку в лампу, чтобы подложка немного заполимеризовалась. Затем прям пальцами поджимаю форму, чтобы подложка стала уже. Тогда форма ногтей будет немного смотреться элегантнее. После таких манипуляций отправляю руку в лампу, чтобы подложка заполимеризовалась уже полностью. Затем снимаю формы и смотрю на свои подложки. Мне пока они очень нравятся, вышли они тоненькие и красивые. Но чтобы сегодня сделать мне задуманный мною дизайн, мне сейчас нужно подложке уже придать форму, поэтому быстренько делаю опил. За счет того, что я сразу постаралась выкласть материал аккуратненько, мне сейчас почти нечего пилить, поэтому я с этой задачей справляюсь очень быстро. Не знаю, возможно, кто-то сегодня и будет меня очень критиковать за мой дизайн, но мне захотелось сделать мелкие цветочки на всех ногтях, поэтому я использую гель-лаки розового и белого цвета. Смешиваю их между собой, и у меня получаются разные оттенки и каждый лепесточек разного цвета. К этим цветочкам я добавляю салатовых листьев. Делаю этот цвет с помощью белого гель-лака и зеленого. Чтобы рисунок был более контрастным, я к розовому гель-лаку добавляю черную гель-краску и делаю тоненькую промежуточную прорисовку. Чтобы на зеленых листьях у меня появилась окантовка, я к зеленому гель-лаку, естественно, также добавляю черную гель-краску. Ну и куда же без пары тонких линий белого цвета. Чтобы сгладить переход от натурального ногтя к розовой подложке, я буду использовать мелкий шиммер. Смешиваю его с обычным прозрачным гелем. После того, как все мои цветочки и блесточки подсохли в лампе, я набираю на шпатель обычный прозрачный акригель и буду перекрывать этим материалом свой дизайн. Изначально формирую кружочек где-то посередине натурального ногтя, потом распределяю материал по всей ширине ногтя. Затем начинаю вытягивать материал к свободному краю. Делаю это той же кистью для акрила.
Когда весь материал уже почти распределила, я беру маленькую кисть обычную, то есть что я делаю всегда выкладку, и начинаю работать возле кутикулы. Аккуратно перекрываю там материалом ноготь. Затем опять возвращаюсь к большой кисти и уже расправляю весь материал начисто. Хочу настолько расправить материал, чтобы мне потом почти нечего было пилить. В результате у меня получился вот такой ноготь. Отправляю его в лампу на 30 секунд, затем достаю и немного еще его поджимаю щипцами, чтобы форма стала немного уже. После того, как материал полностью уже заполимеризовался в лампе, я вытираю липкий слой и приступаю к опилу. Как вы видите, здесь работы мне уже осталось очень мало, потому что материал почти уже выклала так, чтобы пилить мне долго не пришлось. Изначально я опиливаю торец, затем верхнюю параллель намечаю, сглаживаю боковые стороны и потом работаю возле кутикулы. В самом конце я подпиливаю нижние параллели и сглаживаю переход. Конечно, изначально я планировала сделать форму миндаль слим, но потом поняла, что я сделала не очень большую длину, и если я очень скруглю свои углы, выйдет, наверное, не очень красиво. Хотя, может, я просто побоялась рискнуть. Мне почему-то показалось, что если бы я очень сильно спилила углы, тогда бы ногти очень сильно торчали бы вверх. Не знаю, почему-то мне так показалось. После того, как я уже завершила опил, кожу вокруг ногтя я зашлифовываю с помощью шарика с красным маркером. Работаю сейчас со скоростью примерно 5000 оборотов на режиме форвард. Ну и конечно, финальное действие – это перекрытие ногтей топом. Обожаю вот этот момент, использую топ без липкости от торговой марки Uno. На данный момент это мой фаворит для покрытия именно искусственных ногтей. Вот такой результат у меня сегодня получился, нежный и воздушный. Конечно, это не совсем то, что я задумывала в начале, потому что я все-таки думала, что у меня получится форма слим, но немного сделала не то. У меня все-таки остались углы, но вот апекса почти не видно, и мне это очень нравится. Единственное, я не очень люблю пальцы на своих руках, они у меня смотрят все в разные стороны, особенно средний палец, и смоделировать на нем ровный ноготь никак и никогда не получается ни в каком случае. Поставишь форму в одну сторону, ноготь смотрит в другую, поставишь в другую сторону, ноготь тоже смотрит куда-то не туда, поэтому никогда он у меня не получается таким бы, как я хотела бы его видеть. А вот, в общем, результат мне понравился. Я очень надеюсь, что сегодняшнее видео было полезным для вас, что вы нашли для себя хоть немного нужной информации. Ну и жду, конечно, от вас комментариев. Пишите, понравилась ли вам вот такая форма, такой нежный дизайн и вообще, как вам такая техника выполнения. Я очень жду ваших комментариев. Ну а с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Всем хорошего настроения. Пока-пока.